Квериты, с вами Сух. В далеких 60-х вышел первый роман Фрэнка Герберта «Дюна». Впоследствии он получит продолжение. Но важно не это, а то, какое влияние оказал этот роман на медиа, от настольных игр до игр компьютерных и кино. Влияние вселенной Дюны можно увидеть и в Warhammer 40К, и в Звездных войнах. Впоследствии Дюна совершит еще одну революцию. В 92 году выйдет Дюна и Дюна 2. С последней, скорее всего, знакомы алды среди моих зрителей, так как она вышла в том числе и на консоль Sega Mega Drive, и известна вам под названием Дюна 2. Битва за Аракис. Вы спросите меня, что особенного в этой древней игре? А дело в том, что именно эта игра, Дюна 2, задала ту особую формулу жанра РТС, стратегии в реальном времени, к которой мы привыкли и которую увидим впоследствии в множестве игр. Это StarCraft, Warcraft, Age of Empires и так далее. И вот, спустя много лет после этих событий, в прошлом 21 году вышла новая экранизация Дюны, а в этом году от студии Shira Games вышла в ранний доступ игра Duna Spice Wars. О ней мы сегодня с вами и поговорим. Минутка саморекламы. Большинство людей, которые смотрят мои видео, не подписаны на мой канал. Я надеюсь, что мне есть что вам предложить. Тут и касты турниров по цивилизации, гайды, обзоры, стримы, прохождение классических градостроев вроде Цезаря и Фараона и множество других старых и новых игр. Примерно 2500 видео и стримов. Я уверен, вы найдете что-то для себя. Спасибо. Dune Spice Wars. В первую очередь стоит отметить, что эта игра полноценная 4X стратегия. Да, в реальном времени с активной паузой, но все же это не РТС. Так что такие неумехи в кликании, как я, вполне могут в нее играть. Хотя есть нюансик. Да, черви и песчаные бури. Это те вещи, которые привносят в игру немного рандома и заставляли меня пару раз реально сгореть. На сообщения о червях нужно реагировать очень быстро, харвестеры стоит сразу отзывать, а вот с войсками... С войсками все грустно, так как нападение червя во время вашей атаки на поселение соперника неизбежно приведет к потерям войска, либо его поглотит сам червь, либо вы потеряете позиционочку из-за необходимости его доджить. В общем, неприятное. Геймплейно у игры немало общего с другой игрой студии Novgard. Но также здесь можно, знаете, найти что-то общее с Endless Legend или с какими-нибудь Settlers и с очень любимым и уважаемым мной Периметром. Карта в игре разделена на регионы, часть из которых вы можете непосредственно захватить, а часть из которых является глубокой пустыней, и там у вас нет возможности ничего строить и создавать. Для захвата каких-либо частей карты вам потребуется, для начала исследовать их. После исследования вы найдете поселения, вот такие вот нейтральные поселения, и захватив их, вы присоедините регион к своей территории. В пределах региона вы можете строить различные постройки, которые обеспечивают вас разными ресурсами и всевозможными бонусами. Кстати, в центральном регионе обычные постройки, добывающие ресурсы и прочее, создавать нельзя. Там можно делать только особые постройки, и то достигнув определенного порога гегемонии, но эти особые постройки, хоть и очень дороги, дают действительно значительный эффект на всю вашу фракцию. Игра предлагает нам на выбор 4 доступных играбельных фракций, у каждой из которых свои особые механики, а также есть свои дополнительные бонусы, связанные с достижением определенного уровня гегемонии. Это Атрейдисы, пафосные ребята, это Широкий Владимир, ну и парочка больших любителей пряностей. Поверьте, я сейчас вообще не про индийскую кухню. Также для каждой фракции мы можем выбрать от 2 из 4 советников, которые тоже дают различные бонусы, и в зависимости от того, что вы выберете, от этого может зависеть ваш стиль игры. В игре предусмотрены 3 возможных победы. Это превосходство, грубо говоря, просто всех захватить. Это гегемония, достигнуть определенного порогового значения уровня гегемонии. И политика. Вам предстоит стать губернатором, собственно говоря, Аракиса и продержаться на этом посту некоторое время.
В начале игры нам доступно только наше центральное поселение, где мы ничего не можем строить на данном этапе игры, а также нам дается один орнитоптер, который можно использовать для разведки. Кстати, я вам настоятельно рекомендую сразу построить второй орнитоптер. Они не только занимаются разведкой, но и, изучая различные места интереса, могут дать вам дополнительные ресурсы или бонусы. Еще небольшое маленькое пояснение. Вы можете ускорять или замедлять игру, нажимая правой или левой кнопкой мыши вот здесь, либо используя на панели кнопочки минус и плюс. Также советую сразу заказать парочку пехотинцев. Они вам уже очень и очень скоро пригодятся. И начать исследовать регион, где находится пряность. Вы его увидите сразу, первый регион с пряностью, так что с этим у вас проблем не возникнет. Зачастую вот по этим вопросикам не очень-то и сложно понять, где конкретно находится поселение, потому что его можно заметить, например, про вот этой вот плоской характерной области. Цифра слева от названия поселения указывает, сколько там ополченцев, которых нам предстоит одолеть. Вы также можете узнать, какое количество авторитета вам потребуется для того, чтобы захватить поселение. Чем дальше поселение находится от нашей территории, тем, соответственно, дороже будет в авторитете его присоединять к нашей фракции. Также вы увидите количество воды, которое необходимо иметь для того, чтобы это поселение поддерживать. В отличие от других ресурсов в игре, вода не накапливается. То есть есть только некоторый баланс. И если у вас баланс воды за счет того, что у вас много войска, которое расходует воду, или много поселений, если баланс становится отрицательным, то в поселениях могут начаться волнения, беспорядки, и они начнут бунтовать. Вам придется отправлять туда армию, чтобы их подавлять. В общем, мало приятного. Для добычи воды вам потребуется расставлять ветряные ловушки в ваших поселениях. И работают они тоже особенным образом. Они дают по 3 единицы воды, да, вот в этот самый баланс, в зависимости от силы ветра в конкретно взятом регионе. То есть их наиболее целесообразно ставить в регионах, где большая сила ветра. Как только вы захватите свой первый регион с пряностью и построите в нем очистительный завод, ваш харвестер отправится наконец-то добывать пряность. Важно понимать, что все постройки в игре расходуют как деньги Солари, так и местные минералы пласкрит. Кроме того, ваши орнитоптеры и харвестеры расходуют топливные элементы. И здесь действует та же формула, что с водой. Они не копятся. У вас может быть только определенный баланс их, и если он будет отрицательный, это печально для вас. И есть специальные заводы топливных элементов, которые, соответственно, их производят. Поговорим о пряности. Пряность может как быть источником торговли с другими фракциями, но кроме того, она играет и несколько других важнейших ролей. Во-первых, вы ее запасаете для того, чтобы раз в определенный период давать империи взятки этой самой пряностью. И, соответственно, если вы эту взятку выплатить не способны, у вас в запасах недостаточное количество пряности, то на вас будут наложены солидные штрафы. Каждая взятка империи увеличивает вашу гегемонию, которая, как вы помните, один из способов победы. Кроме того, вы можете добываемую пряность менять на местную валюту Солари, для которой, как несложно догадаться, много применений, от содержания войск и построек до сделок с другими фракциями и многого-многого другого. Курс пряности к Солари, он постоянно меняется, и есть много всяких бонусов и модификаторов, которые могут на него повлиять. Кроме того, вы определяете, какое количество пряности запасать, а какое количество, соответственно, продавать для получения этих самых Солари. Ну, еще один важный момент, на который вы можете не обратить внимания. Дело в том, что у харвестеров есть экипаж. При этом, по мере исследования различных технологий, может быть даже несколько экипажей. Таким образом, можно улучшить эффективность использования одного конкретно взятого месторождения пряности, потратив некоторое количество кадров для того, чтобы, собственно, задействовать экипаж для харвестера. Видите, теперь у нас 25 единиц пряности добывается, а не 20. Занятно получается, что у меня уже скорее гайда-обзор, чем просто обзор. Но, тем не менее, я решил, что будет интересно рассказать вам об основных игровых механиках, чтобы вы представляли себе, с чем вы имеете дело. Итак, после того, как вы разобрались с пряностью и продолжаете заниматься разведкой и всяким таким, следующий по важности регион, который нам следует захватить, это регион с вот такими вот минералами. Так как пласкрит — это главный ресурс, на который строится и в том числе поддерживаются здания,
а регионы с этими самыми минералами позволяют добывать этого пласкрита больше. Вы можете в любом регионе его добывать, просто здесь его будет больше. Это наш второй приоритет, потому что нам нужно все застраивать и улучшать. К третьему приоритету я мог бы отнести вот такие регионы с редкими компонентами, но вы далеко не сразу сможете до них добраться. Дело в том, что на таких регионах можно построить особый перерабатывающий завод, который дает аж 30 единиц солари просто так, то есть без всякой пряности, что тоже неплохо. Есть также особые регионы для более эффективного производства топливных элементов. Ну и последний здесь ресурс, но не последний по важности, это кадры, которые вам требуются для найма армий и также для содержания армий, а также он пригодится вам для того, чтобы нанимать экипажи харвестеров и ополчение в ваших поселениях. Ополченцы никуда не пойдут, но они потребуются вам для того, чтобы защищать поселения от нейтральных налетов или армий противников. Ополченцы, естественно, слабее, чем ваша регулярная армия. Для того, чтобы, собственно, производить кадры, вам потребуется сделать отделение вербовки. И я рассказал вам про все вот эти ресурсы и особенности механики и немножко ввел вас в игру для того, чтобы вы поняли, что мне понравилось в этой игре. Дело в том, что вот эти все разнообразные ресурсы пребывают в очень-очень-очень хрупком балансе. И ошибиться с этим балансом легко. Например, на местном конгрессе могут увеличить содержание воды на 30%. И оп, у вас сразу по всей вашей фракции бунты. Это супер неприятно. То же самое касается и множества других ресурсов и вариантов того, что с ними может произойти. В общем, этот баланс в игре, он реально хрупкий. Не ощущается такого, что вот, знаете, вы какого-то ресурса овер дофигища имеете, и вам ничего не грозит, и у вас всегда все будет супер и хорошо. Дипломатия в игре представлена двумя аспектами. Ну, во-первых, это непосредственно сделки на ресурсы и различные договоры с другими фракциями. Кроме этого, раз в определенный период будут проходить советы Лансраада. Я не уверен, что я это правильно читаю. На которых будут выдвигаться 3 различных предложения, которые вы можете поддержать или которые вы можете, наоборот, отклонить, используя для этого свои голоса. Ваши голоса зависят от вашего положения в этом самом Лансрааде. Это вообще довольно мутная штука. Но помимо просто голосов, которые у вас есть базово, вы можете еще тратить свое влияние, которое тоже является ресурсом и довольно хитрожописто добывается в игре. Тратя влияние, вы меняете его на голоса и, соответственно, можете принимать те или иные решения, продавливать и продвигать. Ну и говоря об этом, собственно говоря, это тоже один из вариантов победы. Вы можете получить грамоту, ну, здесь много разных грамот с различными эффектами, но самое главное это губернатор Дюны, для которого вам нужно достигнуть, во-первых, определенного положения в Лансрааде и, кроме этого, заключить союзы с несколькими ситчами. Как только вы этого достигнете, если вам удастся, собственно говоря, продавить решение о том, что вы становитесь губернатором Дюны, и после этого вы 60 дней этот титул продержите, то вы победите игру политической победой. Пожалуй, самая классная система, которая есть в игре, и которая очень сильно на нее влияет, и сильно мне понравилась, это система шпионажа. Она довольно хитромудрая. Во-первых, каждый определенный период у вас появляется новый агент. Вы можете это время уменьшить, да, за которое у вас будет появляться новый агент, ну и дальше сможете использовать этого агента уже по своему усмотрению. Кроме того, некоторые технологии дают вам агента. В общем, есть варианты. И вы этого агента можете внедрить как в чужую фракцию, так вы можете внедрить его либо в Аракис для того, чтобы производить авторитет, либо в космическую гильдию для того, чтобы производить кадры, ну и, соответственно, увеличивать свой уровень внедрения. В Коам, господи, понять не имею, как это правильно прочитать, если честно. Здесь, соответственно, вы будете получать помимо разведданных еще и немного монеток. А также в Лансраад, где вы будете получать влияние разведданные. Причем, если вы внедряете вашего агента в другие фракции, вы генерите, как правило, больше разведданных, нежели при внедрении вот в фракции. И эти самые разведданные можно тратить на самые различные шпионские операции. То есть, каким образом это работает? Вы выполняете эту шпионскую операцию за какое-то время, она у вас занимает одну из вот этих вот ячеек,
после чего вы можете ее применить в какой-то определенной зоне. То есть, например, вы можете отравить припасы противнику, когда он идет к вам, если вы его заметили. Или вы можете там использовать боевые наркотики на ваши отряды в определенном регионе. Короче, вариативность этой штуки очень крутая. И круто, что вы можете заранее подготовить вот эту шпионскую операцию, а потом в определенный момент времени ее использовать. Например, вот здесь сейчас сражаются мои войска. И у меня есть свободная, собственно, операция, которая уже исследует прекращение огня. Стоит мне только ей воспользоваться, и все. Солдаты здесь больше не будут сражаться. Все, сорян. Во, все. Вы больше не можете драться. Потому что что? Потому что я так сказал. Короче, возможность применения шпионажа, который расширяется технологиями, зависит миссия от уровней внедрения и от всякого такого. Это очень классная система, которая прям обогащает игру возможностями. Она может вам как позволить изменить ход сражения, так повлиять на экономику, вызвать восстание у соперников. В общем, это вот пример того, как можно сделать классную и интересную систему шпионажа в игре. Мне очень понравилось. Ну и последний аспект — это технологии, которые разделены на 4 основных блока. Это, соответственно, технологии шпионские, дипломатические, военные и экономические. Также обратите внимание, что в древе технологий значком вашей фракции помечены тех технологии, которые вам необходимы для того, чтобы открыть некоторые особые бонусы, касающиеся именно вашей фракции. Важная особенность боевой системы заключается в том, что, перемещаясь где-то за пределами вашей территории, на нейтральной территории или на вражеской, ваши войска расходуют припасы. И если они у них закончатся, то им как бы немножечко хана. В самой же боевке ничего особенного нет. Вы можете ознакомиться с различными бонусами разных типов боевых единиц. Но в целом ничего необычного нет. Сложность заключается скорее в некоторых тактических особенностях, так как вам нужно постоянно поддерживать припасы, а войска перемещаются не очень быстро, поэтому нужно очень аккуратно подходить к тем ограниченным военным силам, которые у вас есть, и аккуратно, соответственно, их расставлять по всей карте. Для меня, помнится, самым болезненным эпизодом было, когда я подготовил солидные войска для того, чтобы напасть на своего соперника. Но из-за вмешательства червя бой пошел совершенно не так, как я планировал. Часть войск просто съели, а часть добили. Из-за того, что, ну, они как бы убегали от червя, а тем временем по ним настреливали ракетницы и всякое такое. И самое грустное было то, что я в тот момент еще и не смог восстановить свою армию. Ну, во-первых, потому что это довольно далеко, и пока моя армия допрется, я с ума свихнусь. А во-вторых, потому что мне увеличили чертову стоимость вербовки в рекрутах, стоимость вербовки в принципе этих войск. Это была боль, это была настоящая боль. Но к чему я это рассказываю? Я это рассказываю к тому, что нет, это не РТС. Вы здесь сможете управлять очень ограниченными военными силами. Военные силы добираются от одного места до другого достаточно долго. И это не позволяет вам вот, ну, выигрывать путем там как-то грамотного микроконтроля и закликивания. Нет, здесь скорее вопрос стратегически. Нужно, чтобы у вас все было плюс-минус аккуратненько. Потому что никогда не знаешь, вот ты сейчас держишь здесь войска, чтобы напасть на соседа, а он проводит шпионскую операцию, и у тебя вот где-нибудь здесь начинается восстание. При этом твои ополченцы, сидящие здесь, отбивать восстание не станут. Нет, потому что они же местные. Зачем им заниматься этой фигней? И ты через всю карту тащишь свои отряды. В общем, честно говоря, это весело. Что ж, в завершение скажу, что эта игра действительно интересна. У нее довольно солидный уровень сложности, хотя я не сомневаюсь, что скоро уже появятся какие-нибудь гайды про какие-то крутые киберспортивные стратки, как быстро и решительно побеждать эту игру. Ну, я пару раз уже тоже прошел ее. Из печального, в отличие от старых, вот там классической той же первой Дюны, здесь сейчас нету никакой кампании, и я не знаю, будет ли здесь сюжетная кампания. Но что я могу сказать, что если это ранний доступ, со всем тем множеством аспектов и интересностей, которые уже есть в игре, и которые мне показались реально интересными и крутыми, и в которых прикольно разбираться,
Я не представляю, какая она будет к релизу. К релизу она должна быть просто чем-то невероятным. Ну, по крайней мере, такое мое первое впечатление. Рекомендую ли я вам Дюну? Да, определенно рекомендую. Отличная игра. Сразу, пожалуй, отвечу на популярный вопрос. Я не представляю, где и как, если вы сейчас из РФ, вы будете доставать эту игру. Может быть, вы наденете свою шляпу, вы сами понимаете, про какую я шляпу. Как другой вариант, это Kiwi кошелек в Тенге и пополнение кошелька Стима. По крайней мере, мне говорили, что этот способ рабочий, и им уже некоторые люди пользуются. Может быть, где-то можно приобрести ее на сайте с ключами. Короче говоря, смотрите. Но стоит ли она того? Да, определенно. Игра клевая, мне понравилась. Я наверняка еще, ну, в зависимости, конечно, от ваших лайков и комментариев, наверняка еще запишу для вас какие-то видеопрохождения по ней, может быть, стримы какие-то по ней буду проводить. Посмотрим. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. С вами был Сух. Всем пока.